Друзья, всем привет, Карен Хачанов. Карен, очень обидно за тебя. Близкий матч, хороший матч, такой вот по-мужски вы играли с Меньшиком. Расскажи, пожалуйста, про тайбрейк. Были у тебя сетболы, ты отыгрывала матчболы. Чего все-таки чуть-чуть тебе не хватило? Я понимаю, что Якуб просто блестяще абсолютно подавал, но в чем заключались конкретно твои шансы? Ну, опять же, если говорить про подачу, правда, он сегодня подавал просто нереально. Такой, наверное, матч случая. То есть, ну, что сегодня у него это как бы изначально как оружие, можно сказать, да, но сегодня оно получалось еще лучше. И если говорить даже про прием, где-то, не знаю, то есть, может быть, какой-то другой соперник, игрок мог бы принимать лучше, там, Джокович или кто-то еще, может, Даня, я не знаю. Но тяжело сказать, то есть тяжело сравнивать, потому что просто вот подавал он, правда, нереально. Ну, что делать? Нужно хватать и реагировать? И при этом, да, и при этом при всем, с самого начала я принимал прям хуже, и потом все равно, вот мне Женя как бы тоже и бокс говорил, что там старайся в матче продолжать как бы там, может быть, угадывать, может быть, ну, просто вот как бы верить, что ты сможешь как бы пристреляться и начать попадать, что в принципе и случилось, и на самом деле ближе к тайбрейку и в розыгрышах я-то в принципе, можно сказать, даже чуть больше выигрывал, то есть вопрос был вот подачи приема, и он и отподавал, и отпринимал очень удачно, и правда, ну это вопрос реально какого-то случая, ну то есть, наверное, больше говорю не как отмазка, а как факт, то есть, ну, правда не повезло, ну то есть я не знаю, что еще сказать, ну просто не повезло на тайбрейке, сделал все, что мог, боролся, играл, был в матче, на кураже, ну то есть в игре, то есть голова работала, ну просто вот, ну, значит, он переиграл просто чуть лучше. Про хорошее. Я была в восторге того, как ты укорачивал. Это такой показатель того, что ракетку чувствуем, струны чувствуем, все нашли. Вроде бы. То есть, опять же, ну, если, знаешь, как поражения бывают разными, и послевкусие бывает разное. То есть, если самое главное сделать правильные выводы, наверное, из этого всего, потому что если будет стоять впереди сам результат и как бы поражение, то, конечно же, далеко так не уедешь, потому что начнешь опять там вот... грубо говоря, не такой результативный турнир, ну, то есть, и эти мысли, если будут впереди, то это не очень хорошо, так скажем, для динамики. А если понять, как бы, и самому себе сделать выводы, сказать, что вот, правда, хорошие матчи, ну, то есть, бывает такое, соперник также, хороший соперник, хороший игрок, он сыграл чуть лучше, чуть более удачливее, и, как бы, сама игра есть, то есть, ну, вот, ее надо продолжать, как бы, развивать, и именно с позитивом и с хорошими мыслями, ну, то есть идти как бы и продолжать готовиться и там к следующему турниру, к Риму, Ролан-Гарросу там или Гамбургу, что я буду играть, да, то есть, ну, вот именно как бы не ожидая, что там все будет получаться, но именно как бы что-то, что продолжать накапливать и вот собирать воедино, так скажем. Последний коротко отпускаю. Мне очень понравился матч, было прям интересно наблюдать за ним, и понравилось, как после счета по 6 перед тайбрейком ты сам себя такое ощущение, что завел, потому что видно было и раздражение из-за подачи, что-то там, его подачи, его приема, что не всегда были вот эти шансы зацепиться. Как тебе удается вот это психологически себя вытягивать? Потому что Женя говорил, что это самая сильная твоя история вообще теннисная. Наверное, да, поэтому я сейчас искал даже послевкусие, то есть главное, наверное, не падать духом, то есть и, ну, то есть понимать, что зависит от меня, что иногда зависит не от меня, да, то есть не опять же, не черное и белое, и это правда, наверное, моя сильная сторона, и ее надо придерживаться, потому что, ну, то есть, если ты ее как бы теряешь, ну, я не говорю потеряешь, а теряешь чуть-чуть вот эту ниточку, да, и начинаешь как бы чуть более, не знаю, негативно относиться, чуть более, там, не знаю, да, все пропало, там, не получается, туда-сюда, то тогда, конечно же, будет тяжелее просто, ну... То есть ты должен быть готовым каждой неделе, каждому турниру. У нас такой спорт. Ну, то есть вот реально динамика. И я уже понимаю и с опытом, и со всем, что, ну, вот иногда ты вроде бы сделал все хорошо, там результат не такой, какой ты хотел бы, да. Потом сделал все так же, там, и пошел наверх. Потом вроде бы делал чуть не так, а все равно результат хороший. То есть, ну, иногда, правда, из-за этого голову ломать, и с ума сойти можно. То есть, и... Такие моменты, они бывают, и вот самое главное, наверное, удерживаться эмоционально и головой, что ты знаешь, что от тебя зависит, что тебе нужно делать, и как бы смотреть вперед и, грубо говоря, готовиться к следующему турниру. Карен, спасибо, все получится, друзья, Карен Хачанов. Спасибо.